Да-да-да-дам. Огромнейший марсианский приветище отправляется в города на планете Земля. Вот. И было бы прикольно, если бы все, те зрители, которые посмотрят этот ролик, в описании, в комментариях под роликом написали, какие все-таки города долетел наш привет. И еще одна просьба. Под видео поставьте прям сходу, прям сразу лайкосик, а то потом забудете. И оформите подписочку на канал. Если передумаете, всегда можно будет поменять свое мнение. Но вот эти действия, они существенно помогают в продвижении ролика на YouTube. А это значит, что... Что это значит? Это значит, что наш с вами марсианский приветище долетит в намного большее количество городов на Земле. Вот. Вы тоже, кстати, это слышите? Это звуки леденящего душу марсианского ветра? Или это мой системный блок стартует на Марс? Нет, походу что-то происходит на Марсе. И сейчас мы посмотрим, что конкретно. Go со мной. Что мы видим? Мы видим, что мы в марсоходе. Это уже хорошо и замечательно. Вот. Сходу сделаем заправочку нашего скафандра. Заправочку энергии. И вот да, видно за окном что-то происходит. Попробуем разобраться, что. Так, панель пестрела лампочками, датчиками и счетчиками, разобраться в которых невероятно сложно. Ну, на самом деле, не так уж и сложно. Мы включаем все возможные, имеющиеся на борту у нас фары, дабы хоть что-то увидеть. Так. И что мы видим? Да, мы видим настоящую песчаную марсианскую бурю. Вот как-то так выглядит наш марсоход. Я предлагаю выйти из него и проверить, насколько мы боимся этой снежной говорю. Конечно, не снежной. Конечно, песчаной марсианской бури. Вот все время на протяжении всей игры стараюсь приучить себя закрывать вот эти вот замечательные дверки. Ну, получается с переменным успехом, но получается. Что мы видим? Мы видим, что на планете 6 градусов, время 3 часа дня, 15:03 четверг, но у нас все напрочь потемнело. Бушует песчаная буря, вот так вот выглядит наш ровер. В принципе, бодро, он заряженный, пусть и не до конца, но заряженный. И я думаю, что вот солнца нет, значит, вот эти все панели, естественно, не работают. Этого я не учел. Я рассчитывал на день-ночь, а тут получится, что вот эта песчаная буря сменится ночью, и у нас очень долго будет отсутствовать электроэнергия на базе, поэтому, возможно, нашей картошке, которая там растет, придется не сладко. Что предлагаю? Я предлагаю лечь спать, переждать эту бурю. Так, для этого нам нужно поесть и попить. Это у нас водичка. Мы ее употребляем. И вот та картошечка, которую мы, собственно, и вырастили. Вырастили здесь же. Тоже ее схамаем. Ну, а теперь можно и прилечь, я думаю. И что там по этой буре, я сходу вам не скажу. Мне кажется, она продлится долго, поэтому мы будем спать где-то часиков до 12 следующего дня. Вот. Ну, для нас этот сон, он пролетит довольно-таки быстро.
Тем временем песчаная буря только набирает обороты. Сейчас уже, я так понимаю, глубокая ночь, но скоро рассвет. Ждем рассвета и отправляемся навстречу новым приключениям. Да, все утихло. Все утихло, это уже радует. Игра успешно сохранена, и нам пишут, что наши растения увядают. Ну, это естественно, потому что Oxygen set. не было рассчитано на столь длительное отсутствие. Очень даже прикольно сделано. Вот посмотрите на стекла, да и в целом-то на марсоход. У нас все в песке. Все в песке, и я думаю, солнечные панели. Нет, панели чисты. Ну и хорошо. Значит, далее есть у нас задание найти табличку с какими-то геотермальными данными. В окна марсохода нифигашеньки не видно. Фары мы, естественно, все подключаем, чтобы не тратить драгоценный ресурс, электроэнергию. Немножко голода. Далим его все той же картошечкой. Вот. Прыгаем за рычаги и отправляемся, я так думаю, в путь. Вот когда я заезжал на погрузчик, на разгрузчик, да как угодно его назовите, я там приметил вдалеке какое-то строение. И думаю, нам есть смысл туда сейчас наведаться и все как следует разузнать. Наверняка именно там мы найдем эту геотермальную какую-то табличку. Вон там вдалеке как раз таки он сейчас и виден. Похоже, это какая-то из старых марсианских баз. Почему-то вот нас туда не направили. Сейчас посмотрим, разберемся с этим совсем безобразием. Ну, а, видимо, не направили нас сюда, потому что как-то видок-то у нее не очень. Она, по-моему, вообще заброшена, разгерметизирована, и вот все в таком духе. Oxygen Так, set. двигаем обследовать. Оксиген у нас начал тратиться, и вот там вот на горочке, вон она, наверное, эта табличка-то и лежит. Как-то прям быстро мы ее нашли. Я надеюсь... О, а это не табличка. Это усовершенствованная пила. Да-да-да-да. Я так думаю, что нам придется что-то пилить. Берем ее с собой. Я думаю, она нам пригодится. Так, и что... В каком направлении двигать дальше? Вот, можно вот эту вот часть, ее можно, я так понимаю, разобрать на составляющие. На болты вот нам там добавляются. Может, что, только болты у нас сегодня на повестке дня? А где еще какие-нибудь ценные ресурсы? О, стальная пластина пошла в ход. Пилим. Пила уже усовершенствована. И я не представляю, что бы было, если бы мы сейчас это делали не усовершенствованным инструментом. Но примерно догадываюсь, что это было бы значительно лучше. Значительно. Однозначно. Но мы вот как-то так. А, шпиль пошел. Что там? Что там? Возможно, здесь есть что-то, что нас заинтересует. Ее, кстати, тоже можно распилить. И опа. Все увидели, да? Это табличка с геотермальными данными. Как ее взять? Так мы ее не распилим случайно, нам еще этого не хватало. О, а тут, кстати, пилу можно менять. Да. Используйте верстак в главном жилом модуле. Используйте верстак. Между прочим, у нас исчезла в правом нижнем углу под вебочкой, где написано «Завершите миссию». Вот задание по поиску этой таблички.
И появилось новое. Использовать верстак. Посмотрим, что у нас здесь по инструментам. Добавилось ли что-то. Да, мы видим, что добавилась не геотермальная табличка. Это планшет. И вот судя по вот этой шкале его здоровья и самочувствия, ему очень плохо. И вероятнее всего его придется ремонтировать. Из тех вот старых заданий у нас остается собрать 200 единиц железа. Вот в этом деле, я надеюсь, нам поможет вот такой вот замечательный предмет. Сейчас прочитаем, как он называется, чтобы понимать. Это спектральный детектор. Ну, как бы, конечно, по-другому. Это спектральный детектор. И будем детектить. Какие-то обнаружены водоносные места вне диапазона. Вот там появился какое-то еще задание. И вот мы сразу видим, что после анализа горных пород этот кусочек в основном состоит из железа. То, что нам, скажем так, и нужно. У нас-то задание, если вы не забыли, собрать 200 единиц. Вот. Чем мы, собственно, и занимаемся. Собрано железо 2. Железо 2. Железо 2. Ох, слушайте, ну так замотаюсь я собирать по кусочкам. Нужно что-то другое придумывать. И между прочим... Так, 6 железа. И между прочим, я даже, наверное, придумал, как мы поступим. Введите название контейнера. Обзовем наш контейнер вагон. Потому что там и тот контейнер, и непонятно. И будем считать, что 6 единиц вот этого железа у нас, в принципе, есть. Я кое-что придумал по этому поводу, чтобы не собирать по кусочкам, иначе на это уйдет, я так понимаю, уйма времени. Вот. Мы сейчас движем на базу. Движем к нашему разгрузчику, погрузчику, как я его уже только не называл. Но все так же ресурсы находятся именно в нем. Мы-то привозили много ресурсов туда, там в том числе и железо, когда у нас другой вот этот был зацеплен, как ковш, и сгружали, он там чего-то нам перерабатывал. Я думаю, что там все так же у нас хранится этот нужный нам необходимый ресурс. Сейчас мы в этом убедимся, я думаю. Держим путь именно туда. А еще будем надеяться, что у него он сейчас запитан и электроэнергия есть, а то он работать-то не будет. Вот. Ну, скажем так, прям на разгрузку мы вот этот вагон наш разгружать я даже не знаю как. Потому что там вот эта вот штука, она открывает... А может и этот можно как-то... Нет, даже не появляется этой надписи. Но нам немножко сейчас нужно не это, нам нужно железо. Так, все зашибись, все работает. Выбрать чертеж, инвентарь. Инвентарь игрока. Контейнер измельчителя. Инвентарь игрока. А здесь... О, как, тут есть варианты выбора. Здесь контейнер принтера и контейнер измельчителя. Так вот, в контейнере измельчителя как раз таки есть этот ценный, нужный нам ресурс. Железо. Мы, естественно, это все железо забираем с собой. Да-да-да-да. Ну вот тут вот этот так экспериментальный мой кусочек так и валяется. И пробуем это железо переместить вот сюда. Да-да-да-дам. Все слышали? Все слышали. Это что значит? Это значит, что миссия по сбору 200 единиц железа успешно завершена. И всего-навсего нам остается использовать верстак
в главном жилом модуле. Пойдем вообще посмотрим, что там у нас происходит в этом главном жилом модуле. Эта штука работает? Работает. Тарахтит. Тарахтит, значит, работает. Дымок вон идет, да. Пойдем посмотрим. И я так думаю, что у нас должен заработать тот самый стол на втором этаже. Картошечка у нас тут. Подождите, столбики-то еще не заполнились, а она еще и не завяла даже. Здесь у нас ничего. Но, в принципе, едой там мы запаслись. У нас еще и в марсоходе в припасах имеется. Вот. Поднимаемся мы не спеша наверх. Панорама чудеснейшая. Так, и здесь, да, вот этот стол. Что вообще здесь? Какой-то монитор, какая-то станция и еще один монитор. И я так думаю, ребята, вот на выполнение этого задания мы посвятим еще одну серию. И, скорее всего, она будет финальная, заключительная. Всем спасибо, кто смотрел. Всего вам хорошего и доброго. Пока-пока. До новых встреч в эфире.